Всем салют, вы на канале Где Маклюшка Чувак. Сегодня мы расскажем вам историю хоккеиста, который в 21 веке прямо у нас на глазах подвергся репрессиям со стороны хоккейного клуба ЦСКА. Иван Федотов пару лет назад отказался подписывать новый контракт с армейцами, вследствие чего был отправлен на срочную службу в армию. Вот прошли годы, Иван вернулся в большой хоккей и наконец смог исполнить свою мечту. Федотов уехал в Америку, где уже успел дебютировать за клуб Национальной хоккейной лиги. Давайте вместе разберемся с причинами так называемых репрессий, к чему все это привело. Федотов как за столько короткий срок прошел путь от покраски травы в Северодвинске до дебюта в НХЛ, да еще и на решающей стадии сезона, когда его клуб Philadelphia Flyers ведет ожесточенную борьбу за место в плей-офф. Об этом и не только мы расскажем в сегодняшнем видео, присаживайтесь поудобнее, а мы начинаем. Но перед этим минутка саморекламы. У нас есть телеграм-канал, где мы на ежедневной основе выкладываем оперативные заметки, новости и мнения о событиях, которые разворачиваются в хоккейном поле. Интересная статистика, инсайты, все это по ссылке в описании в телеграм-канале Где Маклюшка Чувак. А теперь начинаем. Иван Федотов, российский хоккеист, вратарь, теперь уже клуба Philadelphia Flyers. Родился он 28 ноября 1996 года в городе Лапентранта. Имеет финские корни, в Финляндии жили его прабабушка и прадедушка. Девичья фамилия матери финская. Уже с 4 лет занимался в хоккейной секции. Это такие клубы как СКА, ЦСКА и Кристалл из Электростали. В КХЛ дебютировал 12 декабря 2014 года в матче против Сибири, заменив после 2 периодов Александра Судницына. Этот матч стал его первым и единственным за нефтехимик. В 2021 году был обменен на денежную компенсацию в ЦСКА. И этот переход стал действительно роковым, который разделил жизнь Ивана на до и после. Весной 2021 года ЦСКА выкупил контракт молодого и перспективного вратаря Ивана Федотова у Челябинского Трактора за 60 миллионов рублей. Столь серьезные вложения окупились сразу. Иван занял место первого номера в армейской команде и помог ей выиграть Кубок Гагарина. Однако прогресс Федотова заметили за океаном. Клуб Национальной хоккейной лиги Philadelphia Flyers сделал Федотову официальное предложение. Тот упускать шанс не стал и согласился, забыв про договоренности с ЦСКА о продлении контракта. Юридически к Ивану никаких претензий, но, как говорится, получилось некрасиво. Ходили слухи, что поведение хоккеиста очень не понравилось главе Роснефти Игорю Сечину, у структуры которого 80% акций армейской команды. Детство Ивана Федотова прошло в Петербурге. Здесь у него по-прежнему живут родители. Сюда же он возвращается каждый год летом, чтобы повидаться с ними и подготовиться к новому сезону. Почему это? А потому что 1 июля 2022 года в Петербурге сотрудники уголовного розыска задержали Ивана по запросу военной прокуратуры по подозрению в уклонении от военной службы. Проблем с законом удалось избежать, но ценой службы в армии. Слухи об отправке на подводную лодку так и остались просто слухами. Службу он проходил в Северодвинске. Ивану даже удалось поддерживать форму. Как военнослужащий он участвовал в тренировках любительского клуба ХК ВМФ. Все это время в Филадельфии его продолжали ждать, но после дембеля Федотов стал причиной огромных споров между КХЛ и Международной Федерацией Хоккея. По завершению службы в армии Федотова все-таки уговорили отдать еще один долг. На этот раз ЦСКА. Голкипер подписал контракт с московской командой и таким образом нарушил обязательства перед Филадельфией. На защиту американской команды встала и ИХФ. После непродолжительных угроз Международная Федерация Хоккея вынесла жесткий вердикт. Федотова дисквалифицировали на 4 месяца от участия во внутреннем первенстве, то есть в КХЛ и международных турнирах, а ЦСКА лишили права на международные трансферы на год. В КХЛ над решением ИХФ в основном посмеялись. России так было запрещено участвовать в любых международных соревнованиях. В итоге Федотов спокойно продолжил выступать за ЦСКА. Президент ИХФ Люк Тардив на этом фоне пригрозил новыми санкциями и заявил, что о снятии отстранения российских команд теперь и не может быть речи. Самому ЦСКА столь принципиальная позиция по отношению к вратарю не пошла на пользу. Федотов долго вкатывался после года службы в армии. Постепенно он пробавлял, но так и не успел набрать чемпионскую форму. По итогам регулярного чемпионата КХЛ Иван занял 26 место по проценту отраженных бросков,
это 91,4% отраженных, и 16 по коэффициенту надежности, в среднем 2,37 пропущенных шайб за одну игру. ЦСКА же занял 6-е место в регулярном чемпионате и впервые за 10 лет вылетел в первом раунде плей-офф. Кажется, только после такого громкого провала в армейском клубе поняли, что насильно мил не будешь. С Федотовым разрывали контракт и дали спокойно уехать в НХЛ. Не прошло и дня после расторжения контракта с ЦСКА, как Иван Федотов официально присоединился к Филадельфии. В Пенсильвании он должен был оказаться еще позапрошлым летом, но, как мы помним, армия отменила все договоренности, а потом демпель, новый контракт с красно-синими, дисквалификация и прочее. Зато теперь Иван в НХЛ. Вратарь не скрывает своего счастья и готов помочь клубу уже в ближайших матчах, а руководство специально расчистило для него место в запасе. Дальше больше? Мы никогда не теряли надежду, что он приедет, но это был долгий путь. Надо отдать Ивану должное за то, что он продолжал напирать и в итоге получил шанс приехать сюда. Надеюсь, для него начинается новая глава и что он удачно начнет свою карьеру в НХЛ. Радостно сообщил ген-менеджер клуба Даниэль Бриер. По словам того же Бриера, россиянин сразу же попадает в основной состав. Пока как запасной, но дальше больше. Ради него в ВХЛ срочно спустили Феликса Сандстрема, который еще вчера считался вторым голкипером команды. Также Иван получил 82-й номер и провел первую тренировку в новой команде. А ген-менеджер заявил следующее: он будет доступен, он выйдет на лед, будет тренироваться с командой, а затем тренерский штаб решит, играть ему или нет. Так что мы рады видеть его здесь. Но мы-то уже знаем, что он доказал, что он может играть, и уже 3 матча выходит в старте. В одном из матчей Федотов появился на льду сразу после первого периода. Его партнер Самуэль Эрсон пропустил в стартовом отрезке 2 шайбы после 6 бросков. Федотов провел на площадке 38 минут и 9 секунд. В концовке, когда Флайерс проигрывали, уступил место 6-му полевому. 27-летний голкипер сделал 19 сейвов, а не справился с 2 шайбами. В завершении второго периода Федотов пропустил от Андерса Ли. Тот удачно подставил клюшку под наброс Александра Романова от синелиний. Федотов стал 12-м российским вратарем, сыгравшим в нынешнем сезоне НХЛ. Это повторение нашего рекорда, который был установлен в прошлом году. Кроме того, Федотов 63-й россиянин, участвующий в регулярке, а это лучший результат сезона 2003-2004, когда хотя бы один матч в лиге провели 64 игрока. У Ивана есть шанс сыграть еще в плей-офф, пока Флайерс идут в зоне wildcard с 83 очками, но снизу давит Вашингтон на 1 балл меньше при 3 играх в запасе. Совсем близко и Айлендерс, у них 79 очков. Мы на 100% ждем игры Федотова в плей-офф, думаю, он отлично может показать себя, мы же знаем, каким он был до армии. Но если в этом сезоне все будет не очень, то за лето в Америке Федотов точно наберет форму и войдет в топ-3 лучших российских вратаря сезона НХЛ 24-25 получается. Вот таким получился этот видеоролик. Обязательно подписывайтесь на канал в Телеграме и на Ютубе, ставьте лайк на это видео, если хотите больше подобного контента. Спасибо за просмотр и всем больше хоккея. Но это их выбор, и я не могу на них их осуждать.